Семка, ты гостей намываешь? Ты уже приготовился? Ты уже готов помогать? Да? Готов? Ну, подожди секунду. Да. Да? Это кто-то так будет помогать мне? Вот так? Ты полстола занимаешь. Толстый. Да? Не толстый, а упитанный. Так, если будешь на меня нападать вот так бессовестно, то пойдешь вон туда к Ричи и к Юле. Добрый день, друзья! Мечта многих архаманов – бронзовый Будда. Моя мечта сбылась. Правда, со второго раза. Первый Будда, первая такая орхидея у меня развалилась на запчасти буквально в течение 3 дней. А вот второй живет у меня с лета. Заказала я его в ВКонтакте в группе краснодарского продавца. Ссылку на этого продавца я оставлю в описании под видео. Орхидея пришла цветущей. Так, Ричи, не трогай кошку. Нельзя трогать кошку. Ричи, иди ко мне. Ричи, туда. Заходи, ко мне. Ко мне. И не трогай Лаки. Она достаточно долго цвела после пересылки, но очень активно растит корни. Вырастила большой лист, начал расти следующий лист. Много растущих корней в горшке. Как же вам показать? Мне очень не нравится, что начинают прорастать корни сквозь отверстия внизу горшка. Один корень даже из одного отверстия пророс в другое. Сейчас придется разрезать этот горшочек. Я хочу его пересадить на постоянное место жительства. Так как один корень вот так пророс, вот эту пластиковую часть надо разрезать на 2 части и удалить, чтобы была возможность достать этот корень без потерь. Показать это будет сложно, но постараюсь. Тут же еще помощников много. Помощник, отойди. Так, с этой стороны не получается достать. Придется еще раз на меньшие части разрезать. Так, а пусть он останется, этот кусочек, внутри горшка. Я думаю, что когда будем вынимать орхидею, он не будет мешать. Орхидею не поливала давно, она сухая, и не люблю такие корни доставать из сухого горшка. Сейчас я ее буквально на 5 минут поставлю в воду. И потом, думаю, что безболезненно для молодых корней мы ее извлечем из этого пластикового старого горшка. Вода теплая, 28-32 градуса. Погружаю весь горшок. Даже можно еще подлить воды из чайника, ну, такой же теплой воды, чтобы полностью весь горшок
погрузился в воду. И дать постоять 15 минут. Ну что ж, прошло 15 минут. Давайте попробуем извлечь орхидею из горшка. Все равно немного руками сжимаем горшок. Так. Где тут наш корень, который мы так старательно спасали? Вот он. Еще раз попробую. О, достала кусочек пластика. Ну и теперь попробуем извлечь орхидею. Здесь еще один корешок прорастает. Вот его тоже нужно как-то аккуратно достать. Может быть, и не получится. Но все получилось. Теперь все мокрое, но ничего страшного. А вот беленькие корешки. А вот белый корень, который рос в грунте. Торфяной стакан. Старые корни в торфяном стакане. Так. Кто смотрит мой канал постоянно, знает, что торфяной стакан – это не самое большое зло для орхидеи. Но при пересадке, конечно, мы его полностью убираем. Так, вот это все, что я могла сейчас удалить. Я имею в виду грунт. А остальные корни промываю под проточной водой. В правом верхнем углу я оставлю ссылку на видео, в котором я показываю, как я промываю корни под водой. Ричи, скажи мне, почему ты себя так ведешь? Почему ты прогнал Лаки? Ну, Юлю ж ты не прогоняешь? М? Лаки, иди ко мне. Не бойся его, иди ко мне скорее. Иди, я тебя защищу. Иди, все. Я разрешил. Будешь сидеть у меня на ручках. Ей не нужен твой мячик. Она не играет с тобой. Ладно. Скажи, глупые какие-то эти собаки. Мы с ними не играем. Но кошки умные, порядочные. Забирай. Не надо. Ага, все. Ай-яй-яй. Будешь возмущаться, я тебя прогоню. При таких пересадках даже
сама пересадка не важна, очень хочется показать вам корни, которые росли в торфяном стакане. Какие корни нужно убрать у орхидеи, какие корни можно оставить, какие нужно оставить. Так что давайте рассматривать корни. Сначала будем рассматривать те корни, которые находились в торфяном стакане. Они немного пожелтели. Наверняка эти корни очень старые. Этим корням может быть года 1,5, ну максимум 2. А мы с вами знаем, что жизнь корня может быть от полугода до 2,5 лет. Поэтому вот эти корни, с которыми орхидея росла в торфяном стакане, они уже скоро закончат срок своей жизни. Но пока пригодятся еще орхидеи. Поэтому, если мы видим вот такие сломанные корни, то вот эту часть корня мы оставляем. А вот эту обрезаем. Старый корень, который находился в торфяном стакане, но от него пошли молодые новые корешки. Вот поэтому я и говорю, что даже старые корни удалять не следует. Вот где-то есть излом, вот такое почернение. Вот здесь можно обрезать кусочек такого корня. Есть сухая часть корня. Можно убрать виламин и оставить тяж. Но если тяж, сейчас покажу, с почернением, то его тоже нужно обрезать. Так, теперь ищем совсем сухие части корней. Ничем корни не обрабатываю, потому что не дорезаю до живого. Сейчас покрутим орхидею. Посмотрим. Так, вот есть корешок, где тоже есть сухая часть виламена и тяжа. Тяж наверняка внутри будет черный. Вот они, сухие и черные части. Ну что ж, а в остальном все очень хорошо. И растущие корни, и от шеи корни растущие. Что еще можно убрать у такой орхидеи? Вот эти крошечные фласочные листья, которые будут мешать в посадке. Вот так, наверное, будет видно. Вот один такой лист, вот второй. Для того, чтобы его снять с орхидеи, давайте буду показывать на этом, нужно разорвать или разрезать лист посередине и развести в противоположные стороны. Лист хорошо снимается, не оставляя никаких частей на основании орхидеи. Но этот маленький листик, его даже можно так снять, он легко снимается. А теперь посадка. Посадка самая простая. Так, примеряем горшок. И вот этот лист тоже будет мешать в посадке. Я его тоже удалю. Тем более, что он с повреждением. Видимо, это механическое повреждение. Точно так же. Все очень легко снимается. А теперь приступим к посадке. Горшок выбираю по размеру корней. Этот горшок, на нем не написано, сколько он литров, но из опыта приблизительно 2 литра. Корни прекрасно помещаются в горшок, и все мои постоянные зрители знают, что орхидеи я сажаю в керамзит.
Если это маленькие орхидеи, которые мы пересаживаем из маховых стаканов, тогда я применяю в посадке циофлору. А если это взрослая, цветущая уже орхидея, то я сажаю в чистый керамзит. Поставив орхидею по центру горшка, насыпаю керамзит. Не забывайте, что при посадке орхидеи шея орхидеи не должна уходить в грунт. Шея должна остаться над грунтом, чтобы было проветривание воздуха. Иначе будет загнивание шеи, если ее погрузить глубоко в посадку. Горшок двойной, поэтому я буду поливать замачиванием, наливать воду на 2 пальца ниже грунта и дать постоять в воде в горшке такое количество времени, чтобы все корни стали зелеными, то есть полностью наполнился веломен и паренхима водой, а потом воду сливаю. У меня это иногда бывает полчаса, иногда час. И еще что я хочу сделать с этой орхидеей, это обрезать цветонос, который отцвел. И обрезаю я его до первой живой почки. Вот эти 2 почки уже орхидеи задействованы. Здесь были цветоносы, были бутоны, и она цвела. И первая живая почка, вот эта. Срез делаю на 2-3 сантиметра выше этой почки. Обрабатываю перекисью водорода. Этот цветонос трогать пока не буду. Здесь остался последний цветочек. Орхидея Будда мультифлора, поэтому цветет очень обильно. Много дополнительных веточек, сразу распускает много цветов. И я очень надеюсь, что к весне мы увидим ее цветение. Хочется понаблюдать за этой орхидеей, как она будет расти, будет ли она цвести, потому что была первая обидная потеря такой орхидеи. За этой хочется наблюдать, смотреть и делать соответствующие выводы, как она будет цвести, как она будет расти. Так что понаблюдаем вместе и наверняка увидим ее цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.